Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаем искать клад на различных свалках, помойках. Сегодня разберем вот эту мою находку. Шкатулка с отличным гобеленом. Она крупная. Гобелен очень красивый, в отличнейшем состоянии. И шкатулочка сама тоже в хорошем состоянии. Она, как я показываю, она крупная, красивый очень цвет из натурального дерева. И эта шкатулка с секретом. Музыкальная шкатулка. Здесь у нее на задней стенке есть вот такое зарядное устройство. Видите, там открывается ящик, и шкатулка играет. Лаурел называется компания. В общем, известная фирма по производству различных шкатулок, футляров и все такое. В этой шкатулке давайте будем разбирать. Буду брать именно с нижнего ящика. Здесь вот такие бусы. Ящичек сам, видите, тоже бархат желтый. Там все вот это музыкальное устройство. Ну, такая милота просто. Деревянная натуральная шкатулочка. Как-то так. Ну, и сверху у меня небольшая коллекция морских украшений. Тоже ее сегодня будем разбирать. Здесь зеркало. Ну и давайте при близком рассмотрении рассмотрим все украшения, которые здесь собраны. Вот такие необыкновенные бусы здесь. Застежка очень интересно выполнена. Люцитом залиты какие-то шарики. Мои дорогие друзья, на ногти внимания не обращайте. Они у меня сейчас восстанавливаются, отдыхают. Поэтому немножко вот в таком виде. Но все равно уже не пропускать видео. И застежка родная. Такая. Очень старые бусы. Думаю, что это что-то 50-е. Потому что есть кристаллики Аврора Бореалис. Вот это покрытие Аврора Бореалис было создано в 1955 году. Это была коллаборация компании Сваровски и Кристиана Диор. То есть соединились технологии и дизайн. И этот эффект покрытия произвел просто фурор. Эффект перелива от синего до зеленого, желтого. Он напоминал именно северное сияние. Ну, собственно говоря, так его и назвали. И начиная с 1955 года именно кристаллы с покрытием Аврора Бореалис завоевали популярность. И на сегодняшний день тоже продолжают это делать. В общем, люблю я это покрытие. Вот как-то так. Так, а мы идем дальше. Здесь собраны украшения на тему морскую. Вот такие якоря, эмаль. Я сразу их выложу, чтобы долго на них не останавливаться. Здесь также вот такая тема тельняшек тоже. Это серьги-пусеты, пластик. Ну, тоже как тема вполне себе актуальная. Здесь также есть брошь. Тоже, опять-таки, вот сочетание темно-синего, белого и красного оттенков. Брошь без маркировки. Но очень красивая такая брошированная обратная сторона. Можно, конечно же, использовать и те, и другие украшения для ушей. Серьги, ну, в общем-то, на вкус. Ну и, конечно же, красный эмалевый браслет тоже как бы в этой группе украшений есть. Следующее украшение – это серебро, 925 проба. Здесь вот есть маркировка, цепочка и вот такая подвесочка. Ну, мне кажется, это что-то морской руль, или как это называется. Здесь вот что-то, но все равно, мне кажется, это что-то морское. Так, идем дальше. Да, к этому колье у меня есть и вот такие мелкие серьги. Почему-то я про них забыла. Это комплект. Нужно восстановить несправедливости. Все-таки их периодически надевать. Серебряные украшения, такие милые. Почему бы и нет. Также есть вот такая подвесочка тоже.
якорь. Так, и здесь серьги, обычные красные пусеты, тоже как в морской тематике можно использовать. Ну и в сочетании их можно использовать вот с такими бусами. Это пластик, пластик такой хорошего качества, крупные. Вот уже это винтаж. Ну и, конечно же, вот такого плана серьги, как спасательные круги, тоже как морская тематика может использоваться. И почему-то в этой же шкатулке у меня оказались вот такие серьги. Подиумные, красивые. Так, минутку отодвину. Тоже очень красивые серьги. Думаю, что это что-то из 80-х. Серьги также пусеты. Нет маркировки. Они из тонкого металла. Ну, есть вот немножко сход покрытия. И здесь вот такой, то ли это уже следы износа, то ли так было задумано, что немножко просвечивает как бы и белый металл. Ну, в общем, такие серьги. Кстати, вот эти серьги надеваю иногда, когда хочется прям акцент сделать на лицо. И, конечно, подчеркивают эти серьги черты лица. Так, а мы идем дальше. Следующая шкатулка тоже не мелкая. Сейчас я вам ее покажу. И она необычная. И вы сейчас поймете. Вот так вот она выглядит. Так, сейчас минутку я увеличу, чтобы вы смогли увидеть реальные, так сказать, ее размеры. Она тоже крупная. И эта шкатулка, вы сейчас поймете тоже, когда я ее нашла, зрительницы мне помогли, и подсказок было много. То есть это шкатулка необычная, а необычна она тем, что это, ой, как это, не футляр, а бардачок для машины Линкольн. Но шкатулка тоже из натурального дерева. Мне кажется, дерево настолько качественное и отполированное. Очень приятная вещь. Здесь вот она закрывается на магните. И действительно думаю, что это, да, это бардачок для машины. Но не знаю, для каких целей. Здесь вот есть боковой ящичек такой мелкий. Ну, конечно же, я это все дело приспособила для бижутерии, для хранения бижутерии. Но очень приятная такая полированная, как бы лаковая шкатулка, ну или лаковый бардачок, как хотите, можно это назвать. Вещица очень приятная. Давайте тоже разберем содержимое и вот этой шкатулки. Ну, первый вот ящик маленький. Кстати, она так классно сделана. Здесь все бархатом, аккуратным, приятным обшито. И с обратной стороны тоже бархат. Ну и здесь у меня серьги, пусеты. Очень красивые. Кстати, я, по-моему, и находила похожие серьги, и интернет подсказывал, что это Avon, хотя все может быть. Здесь центральные кристаллики Аврора Бореалис, тоже мои любимые, и филигрань штампованная, тоже приятно. Но есть филигрань штампованная какая-то более грубая, а здесь вот она тонкая, приятная, очень похожа на настоящую филигрань. Кто не знает, филигрань – это такая тонкая проволочка, из которой скручен узор, и очень тонкая работа. Но чтобы упростить процесс работы над таким украшением, и чтобы украшения стали более доступными, также изобрели и вот такой вариант. Просто не плели эти проволочки, а просто рисунок как бы штампованный. Но все равно выглядит очень интересно, красиво. Серьги сами по себе очень крупные. Редко надеваю, но, в общем-то, чтобы было. Следующая нитка, нитка бус, но они очень интересно сплетены, очень похож камень. Но это натуральный камень, не знаю, как называется камень, кто знает, пожалуйста, напишите. И редко встречаются украшения, когда бусины выполнены вот таким образом. Есть крепление безел, есть разные формы крепления, но я не знаю, как называется вот такая форма крепления. То есть натуральные камни разной формы, приблизительно одинакового размера, закреплены в проволоку, довольно толстая прочная проволочка, и собраны эти уже готовые
бусины вот таким образом собраны через металлические петли. Классная тоже нитка. Не знаю, мне кажется, ну, здесь, в принципе, не было, вернее, застежки, и они были порваны, я их собрала. Ну, как отдельная нитка, может быть, какой-то кулон сюда стоит подобрать. Вот как-то так. Приятное тоже украшение, холодное и такое тяжелое. Ну и давайте приступим к тем украшениям, которые здесь собраны. Я постепенно собрала комплект из тех предметов, которые сейчас вам покажу. Первое — это брошь с очень красивой эмалью, сочетание молочной эмали, плотной такой, и эмали бежевой и серой, эмаль, которая горячим способом залита. И здесь маркировка Трифари. Очень красивая брошь, эффектная, тяжелая, красивый такой глянцевый оттенок металла. Такая, ну, классика, форма классическая. К этой броши подобрала я и вот такое колье по оттенку металла, по оттенку эмали. Очень сочетается. И вот эти вот плавные формы тоже, мне кажется, хорошо подходят друг к другу на родной цепочке. Цепочка тоже такая интересная. И это Мане. Можно определить по вот такой застежке. Видите, круглая застежка. И на самом винтике написано Мане. Очень красивое украшение. Мне кажется, они хорошо дружат между собой. Мане и Трифари. Классная. Тоже вещица, тоже надеваю очень редко, но тем не менее, как часть коллекции, они у меня тоже присутствуют. Также к этому комплекту подобрала вот такие серьги-пусеты. Так, по-моему, одна упала, да. То же самое, плавные линии, очень красивый, идеально подходящий оттенок металла и оттенок эмали к этим украшениям. И здесь нет маркировки, но обратная сторона говорит о качественности украшений, бижутерии. Они очень тяжеловатые, хотя и мелкие. Мне кажется, как комплект это отлично работает. Напишите, пожалуйста, свое впечатление. Ну, часто совпадают какие-то украшения по стилю, по оттенку, но они могут относиться абсолютно к разным компаниям. Вот это тот самый случай. Так, ну и мы идем дальше. Все эти украшения тоже я храню как коллекционные. Надеваю, честно говоря, очень редко, потому что находятся они у меня далеко в шкатулках. И, в общем-то, чтобы их найти, про них вспомнить, нужно время потратить. Так, следующее. Вот я вижу, что есть какая-то потеря. Сейчас, минуточку. Да, и это потеря вот этого кабошончика, видите, след от клея. И когда украшения долго хранятся, их периодически все равно нужно перебирать, какие-то на реставрацию отправить. Но здесь труда никакого не составит. В общем, в оригинале вот так это все выглядело. Сейчас я вам покажу. На деревянной такой геометрической форме пластины наклеена вот такая вещь. Кстати, очень похожа на... Нет, натуральный камень нет, но стеклянная. Она такая тяжелая вещица, кабошончик тяжелый. И здесь такие же деревянные элементы. Очень красивый оттенок дерева. Здесь, по-моему, да, нет, есть застежка довольно-таки старенькая. Но мне кажется, это украшение относится к 70-м, когда в моде были именно какие-то геометрические формы. Вы, возможно, кто-то старшего возраста, моего возраста, помните, что в таком стиле была и мебель в моде на тот момент. Вот кресла на тонких деревянных ножках, вот какие-то столики геометрической формы, вот треугольные столы были в моде в тот момент. Но я думаю, что это вот тоже к этой временной дате относится. Ну, буду реставрировать. Хорошо, что стала разбирать этот ящичек. Буду
Буду ремонтировать. И следующее, что в этой шкатулке находится, это вот такие бусы из натурального камня. Не знаю, как камень называется, кто-то мне писал, но очень уж красивый оттенок камня. Сейчас при близком рассмотрении я вам покажу. Бусы, нитка длинная, без застежки. Интересны именно сами вот эти квадратные кубические бусины, они как принт у них, как леопард. Вот так вот они отшлифованы. Все бусины абсолютно разные. И вот эти тоже разные бусины. Но красивая такая вещица. Массивная, холодная, тяжелая. И, конечно, вот эти бусины просто завораживают. Это просто невероятно. Как природа могла создать вот такое чудо. Ну, как принт леопарда. Очень красивый. И к этим бусам, конечно же, я подобрала серьги. Но серьги, как говорится, то да не то. Здесь вот опять сочетание вроде, ну, как по стилю они хорошо совпадают, подходят. И оттенки материалов тоже хорошо совпадают. Но здесь вот такая тема. Мне кажется, здесь основная пластина. Хотя вот смотрю, сейчас она тоже, мне кажется, или стеклянный, или натуральный камень. И вот обрамляет вот так углом тоже натуральный камень. Мне кажется, это вот один камень, но, так сказать, в разрезе выглядят с разным разрезом. Мне кажется, они просто выглядят немножко не прям одинаково. Вот такой комплект собрала, тоже собрала его самостоятельно, мои дорогие. Пишите, пожалуйста, свое впечатление, что вам понравилось из сегодняшнего разбора. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.